Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Io sono Евгений, и в этом видео расскажу вам супер способ, как выучить иностранный язык всего за 1 месяц. Для начала давайте выясним, почему же так долго и так сложно учить иностранный? Если вы закопались в учебниках по грамматике, вместо того, чтобы учить основную ее базисную часть, если вы занимаетесь бесконечной зубрежкой новых слов, вместо того, чтобы развивать свою память различными мнемотехниками, то все это приводит к тому, что вам сложно, неинтересно, что-то непонятно, и вы просто бросаете. Потом начинаете заново, бросаете и так без конца. Делаете вывод, что знание иностранного – это, наверное, какие-то сверхспособности. Но на самом деле, если очень специфическим образом будете изучать лексику, а также основную базисную часть грамматики, то у вас это займет примерно 1 год. Но есть и секретный способ, как сделать все это за 1 месяц. Для этого задумайтесь и ответьте себе на вопрос. О каком опыте работы вы рассказываете на собеседовании? Что обычно вы заказываете в своем любимом ресторане? А о чем болтаете с друзьями? Уже догадались, к чему я это веду? Давайте рассмотрим пример. Представьте, что вы профессионально занимаетесь теннисом. Что это значит? Это значит, что вы любите теннис, что вы знаете правила игры, что вы смотрите соревнования, возможно, даже в них участвуете. И это точно значит, что вы всегда рады поговорить на эту тему. А вот волейбол, например, вы не любите и вообще про него ничего не знаете. Будете вы говорить на эту тему? Я думаю, что вряд ли. Мне сложно себе представить ситуацию, где вас кто-то заставляет, вынуждает говорить о волейболе, вам не хочется, но приходится. Или, например, представьте, что вы любите индийскую кухню. Это значит, что, скорее всего, вы знаете название огромного количества специй. Но если не любите, то, скорее всего, и не знаете. Все это я веду к тому, что на самом деле наша жизнь, она очень узко ограничена специфическим набором тем. Потому что, по большому счету, каждый день мы говорим об одном и том же. Мы говорим о своей жизни, о своем опыте, о себе, о том, что нам действительно важно и интересно. Поэтому, если вы хотите очень быстро освоить иностранный язык, вам нужно написать свою автобиографию на этом языке. Конечно, здесь вам понадобится профессиональная помощь переводчика или репетитора. Однако игра стоит свеч. Из своего опыта работы с учениками я хочу сказать, что это достаточно эффективный способ, который помогает вам в очень сжатые короткие сроки достичь поставленной цели. Конечно, никто не спорит, это не даст вам свободного владения иностранным языком. Однако в ситуации, когда вас спросят, где вы учились, где вы сейчас работаете или в каких странах вы бывали, вы будете уже знать, что ответить, и коммуникация состоится. А это самое главное. Поэтому, если вы уже решили учить язык самостоятельно, смотрите вот это мое видео по ссылке, тут я рассказала, как это сделать. Va bene, io ho finito. Non scordare di seguirmi in questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!